Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. МАГАТЭ сделала еще две поставки оборудования для атомной энергетики на Украину. Подробностей, что это за оборудование, куда оно поставлено, МАГАТЭ не раскрывает. Режим секретности, конфиденциальности. Борис Леонидович, а почему на Украину поставки некого оборудования МАГАТЭ сохраняет конфиденциальность, а вот иранские ядерные объекты почему-то американцы слишком уж точно отработали? Почему режим конфиденциальности не работает на всех? Ну, давайте по порядку разбираться. Мы привыкли к идиоме гарантии МАГАТЭ, особо не задумываясь, что это такое. Это целый пакет документов, договор со взаимными обязательствами сторон, обязанности страны, которая намерена развивать у себя атомную энергетику или любой другой вариант атомной индустрии. Энергетика – это не самое главное. Исследовательские реакторы – это направление для развития науки, центры, в которых работают всевозможные ускорители, это и ядерная медицина, и направление для сельского хозяйства и так далее. То есть не обязательно должно быть именно энергетическое направление. Обязательство страны открытость с тем, чтобы инспекция МАГАТЭ могла проверить, не нарушают ли действия той или иной страны положение договора о нераспространении ядерного оружия. Обязательства со стороны МАГАТЭ, ну, их достаточно сложно представить. Это один из органов ООН, это не государство, это международная организация, вот что с нее особо взять. Но один из обязательных пунктов – это соблюдение конфиденциальности. Да, МАГАТЭ, поскольку страна выполняет обязательства, свои гарантии дает мировому сообществу, здесь не производится ядерное оружие, здесь все в порядке с соблюдением договора о нераспространении. МАГАТЭ было создано так чисто хронологически раньше, чем возник договор о нераспространении ядерного оружия, и тогда направленность была абсолютно мирная, помощь в развитии атомных технологий, мирных, разумеется, под эгидой МАГАТЭ и с образованием какие-то программы во многих странах были реализованы, и довольно известная история с малярийными комарами в Африке. Был подобран специальный ускоритель, который обеспечил, как это называется, в общем, комары рожаться перестали. Я не медик, я не помню всех этих выражений. Были полезные программы. Сейчас как бы двойная задача – помочь с развитием атомной индустрии мирной и обеспечить соблюдение всех положений договора о нераспространении ядерного оружия. Вот в случае Украины действительно обязательства МАГАТЭ по соблюдению конфиденциальности, как видим, сохраняются в достаточно полном объеме. Известна сумма, на которую поставка была осуществлена, известно, что профинансирование это было со стороны Японии. Вроде бы некоторые СМИ пишут о том, что были поставлены некие дозиметры. Куда поставлены, для чего? Совершенно ничего не сказано, но это вот четкое соблюдение той самой процедуры конфиденциальности. В случае Ирана мы имели нечто достаточно странное. Если верить мистеру Трампу, то уничтожено 3 объекта ядерной военной программы. Почему она военная? Ведь на всех 3 объектах были инспекторы МАГАТЭ. На всякий случай напомню, 3 объекта – это Исфахан, это не нечто отдельно стоящее, это целое производственное объединение, если нашим языком говорить. Завод по превращению оксида урана в гексафторид и в обратном направлении химическое такое предприятие, работающее с крайне опасным веществом под названием фтор. Там же и склады этого фтора. Так, бомбить такие объекты тоже достаточно странно. Там же металлургический комбинат, выпуск каких-то частей для газовых центрифуг и выпуск циркониевых трубочек для тепловыделяющих элементов. Цирконий достаточно капризный металл, и такое производство, тоже произведение инженерного искусства. Вот это взяли, разбомбили. И еще 2 объекта, где шло обогащение. То есть, это каскады газовых центрифуг в Натанс и каскады газовых центрифуг на объекте Фордо. Инспекторы были ежеквартально со стороны МАГАТЭ.
Что касается Фордо, где было подозрение, что могут перейти на обогащение до оружейной частоты, то есть до 90-93% по содержанию урана-235, там ежемесячно брались пробы грунта. Мягко будет сказано, такой уран уже достаточно активен, и если превышение концентрации есть, то это легко фиксируется. Не было зафиксировано ничего. Тем не менее, эти объекты просто были уничтожены. Если мы почитаем сегодняшнее или вчерашнее выступление генерала Дэна Кейна, подготовившего операцию удара по иранским ядерным объектам, он рассказал, что США готовились к ней 15 лет. На протяжении более 15 лет офицер и его напарник, вот некий ключевой человек, который там всем этим занимался, жили буквально одной целью – объектом, который был ключевым элементом секретной ядерной программы Ирана. То есть инспектора МАГАТЭ присутствуют, камеры наблюдения висят, но тем не менее это все секретно. Он изучал геологию, наблюдал, как иранцы выкапывали тоннели, следил за строительством, вывозом грунта, происхождением строительных материалов, исследовал вентиляционные шахты, системы подачи воздуха и электричества. Буквально каждый уголок объекта, каждую яму, каждое оборудование, что вывозилось и вывозилось. Ну, достаточно занимательно. Откуда вот такая информация? Офицер ЦРУ, он что там, в форме ходил и в фуражке, и все это записывал? Нет. Кто-то из иранцев, ну, объект находился под контролем КСИРа, и поверить, что в течение 15 лет там некий один сотрудник носил карты, записывал, какие машины выезжали, приезжали, нет. А у кого такой объем информации? Ну, как ни странно, такой объем информации есть у инспекторов МАГАТЭ. Они действительно обязаны гарантировать, что на этом объекте не производится каких-то деталей, фрагментов для ядерного оружия. Повторяю, камеры наблюдения на месте, инспекторы ежеквартально появлялись. До 23 года были и внеплановые проверки. С 23 года они тоже проводятся, но там надо было минимум за сутки предупреждать иранскую сторону, что явится инспекция. До 23 года они приезжали, когда хотели. Может быть, претензии не к инспекторам. Есть департамент гарантий в составе МАГАТЭ. То есть, все, что они на объекте видят, они обязаны предоставлять своему любимому департаменту. Получилось как-то все очень странно. Инспекция инспектировала, гарантии МАГАТЭ о том, что ядерное оружие не производится, были, объектов нет. Почему? Нам господин генерал обо всем рассказал. 15 лет готовились к этой операции. Ну и как бы это помягче сказать, как удовлетворена агентство по ядерной энергетике МАГАТЭ в глазах Ирана, ну, мне сказать сложно, как-то вряд ли цензурная лексика подойдет. Будет продолжаться сотрудничество. Парламент проголосовал единогласно, что это нужно прекращать. То есть прямые подозрения в том, что агентство МАГАТЭ утратило какую бы то ни было объективность, заботиться о той самой конфиденциальности не приходится. И до этого претензий к МАГАТЭ было более чем достаточно. Напомню, что одна из двух стран, которые безо всяких причин проявили агрессию по отношению к Ирану, Израиль, который никогда договор о нераспространении ядерного оружия не подписывал на ядерный объект в Димоне, никогда доступа инспекторов МАГАТЭ не было. Но никто ни разу, ну, по крайней мере, я так точно ни разу не видел возмущения МАГАТЭ по поводу того, а почему так секретно. Почему вы не даете возможность понаблюдать, вы заявляете, что договор вы не подписывали по каким-то там чуть ли не религиозным соображениям, но производством ядерного оружия не занимаетесь. Подписывайте гарантии МАГАТЭ, мы приедем, проверим, поставим галочку, вы молодцы. Можете договор не подписывать дальше, но наши инспекторы будут на месте проверять. Нет, таких просьб со стороны МАГАТЭ мы ни разу не слышали. А Соединенные Штаты, которые говорят, что конкретно Иран не должен иметь ядерного оружия, почему такая избирательность? Почему активно развивается сотрудничество Соединенных Штатов с Индией, которая никогда не подписывала договор о нераспространении ядерного оружия? И по оценкам экспертов, там сейчас более 300 ядерных боезарядов. Никаких санкций, никаких требований со стороны МАГАТЭ.
никаких санкций к банкам, к политикам, никаких попыток убийств ученых, которые в Индии этим занимаются. Все в полном порядке. В режиме Владимира Винокурова здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Россия развивает сотрудничество с Индией, строит атомную электростанцию. Вопрос, а как же вы сотрудничаете с государством, которое не только договор о нераспространении не подписало, но совершенно четко декларирует, что имеет ядерное вооружение? Это нас не касается. И Америку это не касается. Она охотно поставляет вооружение в Индию. И Россия, и Индия поставляют углеводороды в разных видах. И ничего, все в порядке. Пакистан, который имеет ядерную военную программу, совершенно точно имеет ядерные боезаряды, средства их доставки, атомную электростанцию на его территории строит Китай. Сотрудничество развивается, МВФ там активно сотрудничает, правда, в не очень естественном варианте, но тем не менее сотрудничает. Претензий никаких нет. А к Ирану есть. То есть, на мой взгляд, то, что сейчас произошло, я уже не говорю про агрессии, которая, ну, на мой взгляд, является нарушением всех норм не только международного права, но и человеческих, в общем-то. Два государства, имеющих ядерное оружие, напали на третьего, у которого этого оружия точно нет. Ну, прекрасная картина. Замечательные партнеры, нетрадиционные исключительно. То есть дискредитация всего, что только может быть. Дискредитация гарантий МАГАТЭ, дискредитация самого МАГАТЭ как организации, которая должна занимать беспристрастную позицию, дискредитация положения договора о нераспространении ядерного оружия, которое можно нарушать тому, кому можно. Индии, Пакистану и Израилю можно, а Ирану нет. При этом все предрекают Ирану почему-то такой же путь, как у КНДР. Отсутствие конвертируемой валюты, санкции, запрет торговли, запрет на все. Но почему Иран не может в качестве модели своего развития взять Индию или Пакистан? Международное сотрудничество в полном порядке. Никаких проблем ни с санкциями, ни с валютой, ни с чем угодно еще. Все в полном порядке. А ядерная военная программа, она отдельно. Туда не смотрим. Там рыбу заворачивали. Испытывать радость по поводу того, что произошло, я не могу. Испытывать радость от того, что крайне велика вероятность того, что инспекторов МАГАТЭ из Ирана просто выставят, и еще одна страна двинется к созданию ядерного оружия, ну, радости точно никакой нет. Но то, что вот такие движения со стороны Ирана объяснимы со всех сторон, его контролировала уважаемая международная организация, которая, как выяснилось, работает на их врагов. Если разведданные попали в Соединенные Штаты, ну, все крайне странно. Чем все это может закончиться, сказать сложно. Будем смотреть за действиями Ирана. Сейчас у них там, конечно, эмоциональный всплеск по поводу того, что они в этой агрессии выстояли и даже считают себя победителями. Победителей или нет, но Иран как государство уцелел, никаких внутренних волнений не состоялось. Убитый генерал Аксир неожиданно выходит вместе с демонстрантами на улицы, радуется тому, что все завершено. Но дальше настанет период задуматься, что именно считать частями военной программы. Тегеранский исследовательский реактор, который в Иране оказался в 1967 году непосредственно из Соединенных Штатов. Его не бомбили, он исследовательский. Что там исследуют, как там исследуют. Если инспекторов МАГАТЭ не будет, ну, мы об этом узнаем только, наверное, в случае аварии какой-то с крупным выбросом радиации. Мы не слышали ничего об атаках на объект Арак. Там находится тяжеловодный реактор, который был, ну, изменена конструкция так, чтобы нельзя было нарабатывать плутоний. На то, чтобы эту модернизацию провести, ушло 4 года. Выполнялось специалистами из России и Китая, естественно, под контролем МАГАТЭ. И завод по производству тяжелой воды там же в Араке. Он вроде бы цел. По крайней мере, никакой информации о том, что ему крепенько досталось, не было. Нет информации о том, чтобы был выведен из строя завод в Карадже, на котором производились газовые центрифуги. Нет информации, куда делись 408 килограмм урана, обогащенного до 60%. В общем, какая-то странная обстановка вокруг МАГАТЭ. И господин Гросси, который и так слепотой страдал вместе со всеми своими инспекторами, судя по тому, что происходит на Запорожской атомной электростанции, они никак не могут догадаться, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.
Мнение Украины, что это делает исключительно Россия, может быть, цинично прозвучит, но неудобно стрелять по Запорожской атомной электростанции. Там какие-то люди по ту сторону реки бегают. Если России это так надо, могла бы взять, там, не знаю, Кольскую атомную электростанцию разбомбить. Если очень хочется. Вот там мы не видим. Откуда-то летят дроны, откуда-то летят снаряды, ракеты, все что угодно еще. Будем наблюдать. Дискредитация МАГАТЭ, к сожалению, продолжается. Она явно работает не на пользу развития человечества, как у него в уставных документах записано, а на пользу развития совершенно определенных стран. Будет возмущаться Россия по поводу того, что произошло или нет? Опять же, посмотрим. Пока реакция, мягко будет сказано, сдержанная. А самое страшное, что, на мой взгляд, может произойти, это если кто-то из руководства Ирана внезапно согласится: да, у нас все разбомбили, у нас больше нет ядерной программы. Инспектора МАГАТЭ, вам на выход. Вам больше не на чем наблюдать на то, чтобы восстановить эти объекты, нам понадобится 2154 года, после этого приезжайте, пожалуйста. Вот это будет самое страшное. Полный отказ от сотрудничества с МАГАТЭ и закрытие своей территории для инспекции. О том, что никакой внешний контроль не позволяет обнаружить появление ядерных боеголовок, мы уже видели. В режиме секретности это произошло в Иране, в Пакистане, в Корейской Народно-Демократической Республике, где в угольных шахтах неожиданно начали работать уран-графитовые реакторы для наработки плутония. Будем смотреть. Причин для радости я не вижу. Если мы говорим, конечно, о ядерной военной программе Ирана, которой не было, но которая может появиться после всего, что произошло. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте делать репосты наших передач в ваших социальных сетях. Это тоже большая поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.